С пальмы только что упал какой-то фрукт. И если есть что красть, лучше запрятать это как можно дальше. Испортило мне настроение. Я что, в сказке? Еще и погода сегодня. Не видно даже, куда идти, насколько много бабочек. Я ничего подобного раньше не видела. Привет, я Надя. Это канал Надя Путешествовать и влог из Куала-Лумпур. Мы приехали на, пожалуй, самую главную достопримечательность Куала-Лумпура. Да и, наверное, всей Малайзии. Это выглядит просто чудесно и великолепно. Я ничего подобного раньше не видела. На входе нас встречает огромная 42-метровая золотая статуя Муругана. Я запомнила. И на главную пещеру пролегает путь через 272 ступени. Это довольно хорошая физическая нагрузка. Вот, что еще хотела сказать. Этим пещерам более 400 миллионов лет. Честно, я просто не могу себе этого представить, поэтому просто вам говорю. Так, еще что-то хотела рассказать. На лестнице, кстати, говорят, нас встретят толпы обезьян, и нужно подготовиться. И если есть что красть, лучше запрятать это как можно дальше. Но мы подготовились, мы взяли с собой бананы. Если вдруг у нас что-то украдут, у нас есть выкуп. Я надеюсь, меня все это время нормально снимали. Вот, в общем, идем. Мне уже не терпится, потому что выглядит это просто волшебно, чудесно, великолепно, красиво. Я сказала, что это вообще? Эти пещеры – это комплекс индуистских храмов. Поэтому здесь не только туристы, но и паломники. Слушайте, расстояние осиливаемое. Но ступеньки узкие и довольно высокие. Итак, лайфхак. Если вы устаете подниматься по ступеням, идите по диагонали вот так вот. Я в полнейшем восторге. Это просто волшебно. Кстати, меня тут приодели. Я в бриджах. Я догадывалась, что нужно будет одеться. Я поэтому надела рубашку. Думала, если что, ей прикроюсь. Но в итоге просто на входе сказали: девушка, вам нужно купить у нас вот эту вот накидку за 15 местных денег. Но ничего, останется как сувенир. Класс. Кстати, вот это место в видео, которое я смотрела про Куала-Лумпур, преподносится как слишком туристическое. Будто бы лучше сюда не идти, лучше найти что-нибудь более интересное, менее известное. Так вот, я не согласна. Сюда обязательно нужно идти. И эта накидка, кстати, она должна прикрывать колени, насколько я понимаю. Но так как у меня колени довольно далеко расположены от туловища, в смысле, потому что длинные ноги, мне повесили ее, накрутили, навязали слишком низко. Видите, она прям у меня болтается на самом низу, насколько это возможно.
что, мы уже возвращаемся, внутри свежо, немного можно было подышать, отдохнуть после подъема по этим ступеням. Вот. В планах у меня еще покормить обезьянок. Я не знаю, насколько это безопасно, потому что их много, а у меня всего 4 банана. Вот, но в любом случае попробовать стоит. Give me one more. Come. Оп, ой. Так, ну, кажется, удалось покормить. Ну, с трудом, потому что у нас мало было бананов, они уже побежали за нами, а у нас больше их не было. Вот, ну, в общем, все прошло хорошо. Сейчас спускаемся. Кстати, спускаться как будто бы сложней. И зря пугали про обезьянок. Они очень спокойные, они вообще ничего не выдирают, никаких телефонов, ни очков, ничего не выдирают. Даже будучи... мы их покормили, и после того, как у нас уже закончилась еда, они ничего больше выхватывать не стали. Поэтому все это в раке. Все здесь спокойно с обезьянами. Эти обезьянки мне напомнили одну историю, как лет 10 назад я ходила в контактный зоопарк. Такой, знаете, типа вот в торговый центр, такие приезжие зоопарки небольшие. Вот, в общем, это был контактный зоопарк обезьянок. Вот, и мы зашли с подругой, и там несколько обезьянок были в клетках, типа, и ограждение, типа, не подходите близко. Вот, и я решила зачем-то позабавиться и начала корчить гримасы, рожицы одной из этих обезьян в клетке. Она как давай злиться, как давай всю клетку раскачивать, орать. Подошел смотритель зоопарка, типа, ой, ты что, ну, не мне, ей, я это скрытно делала. Вот, он ее что-то покормил, успокоил, я отошла. И потом она уже меня запомнила, и как я только приближалась к ее клетке, она начинала снова орать. Вот, но зато теперь я знаю, что не нужно с ними играться. И здесь я была абсолютно прям спокойна, с покерфейсом, и вообще старалась их никак не задевать эмоционально. Потому что это может быть опасно, наверное. Ну, как вот я по своему опыту сужу. Вот. Очень жарко и потно. Очень прям жарко. У меня вся голова мокрая. И вся рубашка. Ну, потому что еще в самой пещере это такой воздух влажный, поэтому неудивительно. Посмотрите на эту красоту. Дерево просто великолепное. Вау. Алло, алло, надеюсь, меня слышно, а то уже сняла микрофоны. В общем, кроме главной пещеры, здесь еще есть платные. То есть главное бесплатно, а это платное, но мы в нее уже не пойдем, потому что мы устали, и у нас есть еще на сегодня планы, поэтому мы поехали уже в сторону дома. А этот чудесный бассейн и вид с этого бассейна – это наш жилой комплекс на верхнем этаже. Мы арендовали апартаменты на букинге, и на самом деле таких предложений было очень много подобных, что резиденция, жилой комплекс внутри небоскреба, и внутри этого небоскреба есть лаунж-зоны, всякие игровые комнаты для детей и взрослых, для, что еще, спортзал. Ну и вот это наш называется Итон. Я слышала, что Куала-Лумпур называют азиатским Дубаем. И по моему дубайскому и уже куала-лумпурскому опыту я могу сказать, что это сравнение имеет жизнь, имеет смысл. Вот, единственное, в Дубае за, допустим, такие же апартаменты с таким же видовым бассейном, за там, рестораны, за такси, развлечения нужно будет заплатить минимум в 3 раза больше. Вот, поэтому мне кажется, что в Куала-Лумпуре можно вести такую лакшери жизнь, лакшери отдых, иметь за абсолютно приемлемые деньги, что не может не радовать. Привет! Решила поболтать тут с вечерним чаем с вами. Что хотела рассказать. Мы с самого приезда сюда наблюдаем везде
надписи такие поздравительные, что-то типа «Happy Дипавали», если я правильно это читаю. Вот. Оказалось, что это индуистское Рождество, что-то типа такого. Вот. И вообще, здесь много индусов, индийцев. Кстати, не знаю, как правильно, индусов или индийцев. Наверное, и так, и так. В общем, и здесь празднуют все праздники. Так как тут много китайцев, все китайские праздники, все индийские праздники, Рождество, Новый год, все мусульманские праздники, так как по большей степени это все-таки мусульманская страна. Вот. И по мне это очень так мило и дружелюбно, когда столько народов живут рядом и уважают культуру и обычаи друг друга. Вот. Мне это понравилось здесь. Ну что, сегодня мы наконец-то пришли на более историческое место, потому что, в принципе, весь Куала-Лумпур, он такой весь азиатский Дубай. Вот эти высотки, небоскребы. Вот. А сегодня мы приехали на такое историческое место. Сейчас я о нем более подробно расскажу. Вот. Какое красивое здание, но отсюда ничего не понятно. Сейчас мы на другую сторону перейдем. Вот это вот река жизни. Темновато, если честно. Вот. И вот там была мечеть, тоже очень красивая. Сейчас будем здесь гулять, осматриваться. Вот эти здания красивые, смотрите. Честно, мне напоминает это какую-то Мексику. Вот эти здания, особенно вот это. Слушайте, мне очень нравится эта набережная. Несмотря на то, что вода немного зеленая, но здесь очень красиво. Мне здесь нравится. Здесь какая-то чувствуется вот именно история и какая-то вот душа вот в этих всех зданиях старых. Потому что эти все каменные джунгли, это прекрасно, чудесно и замечательно, но все-таки мне больше близко вот такое. Когда ты приходишь и окунаешься в какую-то вот историю страны, историю города. Сейчас мы пришли на площадь Независимости. Она немного непривычная нам, это поле. То есть никаких камней, не знаю, что-то выложено, ничего нет, просто поле зеленое. Вот, в общем, 31 августа 1957 года здесь был опущен британский флаг и впервые поднят малайзийский флаг. Как раз вот позади меня, видимо, на этот флагшток это же называется, он один из самых больших в мире, 95 метров. Вот, правда, очень высоко. Так, что, идем гулять по травке? Слушайте, не так уж это и давно было, то есть 67 лет назад, 57 год. Вот, и по моим данным, раньше на этом месте играли в крикет колонизаторы, британцы, высшие чины из них. Вот, говорят, здесь до сих пор играют в крикет. Слушайте, крикет это типа как наша лапта, да? Такой, с такой, как с палкой, с расплющенной на середине. Вот. Ну, это такие вот у меня представления о крикете и о лапте. Я ни в то, ни в другое никогда не играла. Так, что я еще хотела показать? Ну, вот это здание очень красиво. Кстати, вот. Видите вот этот вот шпиль высокий? Вот этот небоскреб синий. Это второе по величине в мире здание после Бурдж-Халифы в Дубае. Так, это Мердека 118. 118, потому что в нем 118 этажей. А сколько он метров? 644, по-моему. 644 метра. Если я не ошибаюсь, ставь лайк, если тоже плохо запоминаешь цифры. Пиши комментарии и подписывайся, если в принципе все плохо запоминаешь. Вот. Слушайте, ну вообще очень прикольно. Мне нравится. Такое поле. Можно босиком побегать. Мы зашли в магазин просто
рандомный. Куча всяческих цветных товаров, сладостей, конфет. Что-нибудь необычное, давайте посмотрим. О, тамагочи. Что, берем? У меня, кстати, никогда не было тамагочи. Кто-нибудь знает почему? Может быть, я потому что безответственный человек? Нет, просто не было никогда. Кстати, вот это что? А, это значки. Надо магнитики, кстати, купить. Есть тут магнитики? И куча разновидностей разных чипсов. Мне кажется, вот это рыбьи чипсы. Вот эти вот, тут рыба нарисована. Да? А вот это, по-моему, написано potato везде. Но я бы тоже сказала, что это рыба. Ну, короче, здесь очень много всего непонятного. Я довольно консервативна в еде, поэтому меня такие вещи даже не особо привлекают. Ладно, спасибо. А гречка есть? Так, ну ладно, я нашла одно, что меня заинтересовало. Это типа как кукурузные палочки, но из зеленого горошка. Интригует. Так, ну ладно, вторая вещь. Я бы взяла вот эту матчу-латте попробовать. Выглядит интересно. Большая пачка, поэтому если вдруг не понравится, велик шанс, что придется все оставить здесь. Но ничего. Можно попробовать? Пробуем. Когда сюда ехали, я слышала, что нужно попробовать дуриан-фрукт. Тут множество с ним. Вот, фрукт, дуриан, конфеты, еще какие-то наполнительные сладости, печенье. Но сам фрукт мы так и не попробовали. И, честно, все идет к тому, что так и не попробуем. Говорят, он воняет. Наверное, поэтому я не особо тороплюсь его искать. Вот. Ну, конфеты, кстати, можно попробовать. Или шоколадку. White. Дуриан white. Давайте попробуем дуриан white. Белый шоколад я люблю, а дуриан я так и не попробую. Поэтому почему бы не съесть хотя бы шоколадку с дурианом? Я нашла еще один фрукт, который хотела попробовать. Выглядит как змеиные яйца. Будем пробовать. Забрели на какой-то крытый базар. Подбираем сувениры. Нашли магнитики. Больше пока ничего не заинтересовало. Я не умею выбирать сувениры, правда. Если я вам когда-либо привозила какую-нибудь фигню, я прошу прощения, я просто не умею этого делать. То есть для меня, имеет ценность типа что-то с символикой. Так, не это. Что-то с символикой. Вот, допустим, вот, ладно, например, еще здесь обувь азиатская. Сейчас. Вот. Как будто бы это хороший подарок. Но кому-то так не покажется. Я знаю таких людей. Их очень много в моем окружении, которые посмотрят на эти тапки и скажут: «Надь, ты нахрена мне это привезла?» А мне кажется, как будто бы это интересно. Вот, поэтому я всегда в замешательстве, что нужно привозить из путешествий. Поэтому я перевожу магнитики. То есть это как бы и внимание. Ну, главное же не подарок, а внимание. Вот, поэтому я не знаю. Так, я потеряла мужа. Где он? Расскажите, что вы возите из путешествий? Потому что если, допустим, под каждого конкретного человека подбирать подарок, на это можно убить очень много времени. А ты как бы в путешествии, ты хочешь как бы успеть побольше сделать в стране, да, в определенном месте, и посвятить, допустим, один день целый на поиск сувениров, потому что каждый подарок что-то прям значит для конкретного человека. Вот. Честно, мне лень этим заниматься. Что еще? Ну, что еще можно? Ну, открытку. Магнит, открытка, брелок, тапки. Такое можно и в Турции купить. Кстати, прям точно такое же я видела. И фонарики тем более. Слушайте, вот тут еще проблема. Это должен быть какой-то полезный подарок с символикой страны, города. Плюс занимать не слишком много места. И подходить определенному человеку, чтобы не тратить на это там целый день для всех друзей и родственников закупаться. Это слишком сложная задача. Слишком. И обычно это подарок на день рождения подбираю 200 лет. А тут вон что. Так, наконец-то я пробую свежий кокос. Впервые в жизни пробую кокос, пить прямо из кокоса.
Так, у меня есть трубочка и ложка. Я думаю, я разберусь. Итак, на ваших глазах. Интересно. Мне нравится. Очень освежает. Стоит это удовольствие 12 местных денег. Я все время забываю валюту местную, но буду говорить просто деньги. Ну, прикольно, прикольно. А, вот это еще можно ложечкой попробовать. Сейчас я не могу это отковырять. Ладно, попробую попозже. Но мне кажется, кокос и кокос. Можно вот так сделать. Блин. Ну, кокос и кокос. Короче, мне нравится. Очень рада экспириенсу. Мне помогли отковырять, поэтому сейчас я большой лоскут кокоса буду есть. С кусочками кожуры. Прикольно. Мне нравится. Честно, даже, ну нет, конечно, похоже на привычный кокос, но все-таки это немного иначе, чем привычный вот этот вот сушеный, знаете, такая стружка кокосовая. Прикольно, мне нравится. Мы перекусили, сейчас вызываем такси, едем до дома. Здесь мы используем приложение, называется Grab. Оно для вызова такси, я там видела для заказа еды, но мы там ничего не заказывали. Вот. Вообще здесь проблемы с навигацией, честно сказать. Все время, когда через карты, там, Google Maps строишь маршрут, вообще непонятно, как добираешься. То есть на каких-то переходных, перекладных. Вот, с кучей пересадок, даже если это выглядит на карте, как будто бы тебе идти 3 минуты, пишут, что тебе 15 минут идти вот по таким вот всяким путям непонятным. Вот, в общем, мы так и не успели разобраться в местном движении. Каждый день дождь. Недолгий, то есть обычно с утра солнечно, а потом начинает собираться тучи, собираются, не собираются, и потом идет дождь, но недолгий. Вот, но ничего, потому что, когда мы сюда ехали, в прогнозе было написано, что все время будет дождь. То есть я думала, мы вообще не сможем гулять, но в итоге все нормально. Я рада, что мы приехали, потому что здесь абсолютно, непривычный мне мир, честно сказать. То есть я никогда не была в подобных местах, и здесь точно произошел такой некий рост мой как путешественника. Так можно сказать. За моей спиной визитная карточка Куала-Лумпур. Это башни Петронас, башни-близнецы. Если вы вдруг не заметили, что они близнецы. Башни, 88 этажей, 452 метра. Это с 1998 года самые высокие башни-близнецы в мире. Отсюда не видно. Я сейчас покажу. На 41 и 42 этажах они соединяются мостиком стеклянным. Вот, на него, по идее, можно подняться, но Куала-Лумпур – это такой город, что если ты не купишь заранее билеты, не запланируешь, то ты не везде попадешь. Вот. В общем, мы об этом не подумали, и, мы туда в них не попадаем. Сейчас я его покажу, этот стеклянный мост. Вот, очень красиво. И напротив него очень красивый парк. Я сейчас тоже по нему прогуляюсь. Так, давайте сразу покажу эти мостики, раз уж мы начали с вами разговаривать. Вон, видно? Вроде бы видно. Погода здесь, конечно, меняется просто каждых 5 минут. То вроде бы собирается дождь, то уже испепеляющее солнце. В общем, я вообще не знаю, как себя вести, что брать, что надевать. Вот. И что планировать, самое главное, потому что мы 2 раза планировали большой парк, другой. Этот не менее прекрасен, но, в общем, здесь еще... С пальмы только что упал какой-то фрукт. Спасибо, что не на голову. Что за фрукт? Так, поднимать я его не буду, похоже на яблоко. Сейчас покажу. Вот. Он только что упал.
В общем, что я хотела сказать? В общем, мы хотели попасть в парк. В итоге вроде бы собирался дождь. Мы меняли планы, а потом дождь переставал собираться. И так мы и в него не поехали. А нам уже уезжать послезавтра. Так, какое-то интересное растение. Это у нас пальмы и какая-то надпись. У этой пальмы острые шипы. Я просто пыталась вспомнить, как это переводится. Короче, оставайтесь на дистанции. О, и правда шипы. Офигеть. Сейчас покажу. Ну, на дистанции, естественно, покажу. Прикол. Мне на самом деле понадобилось время, чтобы как-то немного здесь поосвоиться. Потому что какая-то вот атмосфера здесь абсолютно непривычная мне. И я все пыталась что-то успеть, куда-то съездить, что-то посмотреть. И все это быстрее. Все это на такси нужно съездить и успеть. И что? И даже заболела немного. Вот, поэтому я даже хотела отменить съемки этого влога, потому что так там, ну, тут тупик. Пойдем обратно. Потому что устала. Сама ни от чего, просто устала. Вот, в общем, и сейчас я следую другой политике отдыха, отпуска. Стараюсь... Вот не попали мы в эти башни, в этот стеклянный коридор. Ну и ладно. Зато я купила билет на другую смотровую площадку. Тоже, наверное, надеюсь, завтра мы на нее попадем. Я надеюсь, все пойдет по плану. Вот. В общем, не нужно никуда торопиться, а наслаждаться временем, проведенным в новом городе, в новой стране. Вот что я еще хотела, кстати, рассказать. Существует вероятность теоретическая, что в будущем может королем Малайзии стать наполовину русский человек. Откуда взялась такая теория? В общем, во время своего правления король Малайзии Мухаммед V женился на россиянке. У них родился сын. Он не досидел срок, Мухаммед V, из-за их такого открытого образа жизни с женой. Потом они развелись. Она пыталась у него что-то отсудить. В итоге он сказал: нет, ты ничего не получишь, насколько, по моей информации, которую я нашла. Но когда нашему сыну исполнится 18 лет, пусть он приезжает сюда, я сделаю его султаном штата. А короля Малайзии выбирают посредством голосования среди 9 наследников монархии каждого штата. Так, я сейчас как-то запутанно сказала. В общем, 9 штатов. У каждого штата есть вот этот монарх, султан. И если в теории станет этот молодой человек султаном штата, то в будущем его могут избрать на роль короля. Вот. По-моему, они голосуют типа что-то раз там в 5 лет, что ли. В общем, поэтому там практически там каждый из этих 9 может свой срок отработать. Мы сейчас специально приехали к башням вечером, чтобы посмотреть, во-первых, на них в темноте, а во-вторых, на фонтанное шоу. Сейчас я вам его покажу. Оно здесь каждый день проходит с 7:30 вечера до 10 примерно. Вот. И как бы куча людей собралась. Позанимали места. Минут за 30 еще все вокруг было занято. В общем, сейчас покажу шоу. Вау! Мы тут экстренно вечером заехали в один ресторан. Почему экстренно? Потому что мы уже едем домой спать. У нас джетлаг. Я очень хочу спать. Хоть время 9 часов вечера, но я хочу спать. Хотя у нас на 5 часов, наоборот, меньше. То есть сейчас по нашему привычному времени
минус 5, 9, 4 часа дня. А я хочу спать. Видимо, у меня организм просто запутался, когда надо спать. Ну, короче, сейчас не об этом. В общем, почему мы заехали просто в место, которое заприметил мой супруг. Мы просто проезжали мимо, и он такой: о, я хочу сюда. А я сюда не хотела. Ну, это китайский ресторан. Тут все сидят почему-то огромными компаниями, типа по 10, по 8, по 10 человек. Вот. И я уже не голодная, мы поужинали. Вот. Я думаю, сейчас какой-нибудь десерт закажу, посмотрю, что у них есть. Вот. Ну, интересное место. Мы еще искали, чтобы можно было курить внутри. У меня иногда супруг балуется сигарами. Вот. И здесь нельзя. Похоже, здесь нигде нельзя. Везде нужно выходить. Даже если ты сидишь на улице, все равно нужно идти в курилку, либо отходить. Вот такие здесь десерты. Я не знаю, что из этого брать вообще. Ну, то есть я прям совсем не знаю. А почему я не хотела в этот ресторан заходить? Ну, он мне показался прям таким очень китайским. Ну, я просто не фанатка китайской кухни, поэтому я и не хотела сюда. Но здесь очень дешево. Я сейчас посмотрела меню. Я, кстати, выбрала десерт. Я таки попробую дуриан, но он какой-то, видимо, жареный. Десерт, так он вонючий фрукт. Видимо, чтобы не подавать его в вонючем состоянии и не пугать вокруг народ другой, они его, видимо, приготовили. Вот. Но я вроде спросила, тут плохо говорят по-английски официанты, но вроде бы сказали, что это все равно реальный вкус. Вот, но буду пробовать. Интересно. Ну, вот такое место интересное. Если вдруг захотите китайской кухни, тут в основном одни китайцы, мне кажется, сидят. И я считаю, что китайцы бы не пошли в плохое китайское место. Поэтому, если будете здесь и захотите прям вот настоящую китайскую кухню по дешевой цене, приходите. Не могу сказать на личном опыте, как здесь вкусно или нет. Могу чуть позже сказать про десерт с дурианом. Работают они, кстати, до 10 часов вечера только. А время уже как бы начало 10-го, но еще тут яблоку негде упасть, насколько это заполненное место людьми. Вот. Мне кажется, это знак качества. Сегодня понедельник, как бы, и куча китайцев в китайском ресторане. Вообще, насколько я успела заметить, в Куала-Лумпуре очень много всего китайского, потому что здесь очень много китайцев. А вообще население страны – это 65% малазийцы. В районе 25% это китайцы и в районе 7% индийцы. Вот, и как бы 25% это много, поэтому даже вот, например, мы живем в апартаментах, вот, и на высоком здании, и там в районе 51 этажа, и там нету этажа номер 4, 14, 40 есть. Нет. И вот все вот 24, 20, 34 и так далее. Потому что в китайском языке они очень суеверные и верят в вот эту магию чисел. И в китайском языке цифра 4 звучит очень похоже со словом «смерть». И поэтому они практически не используют эту цифру нигде. Так выглядит мой дуриан. Слушайте, но в таком виде это как сладкая картошка. Они еще так за мной понаблюдали, типа они поставили, отошли немножечко. Официанты такие поставили, на меня смотрят, такая: это дуриан. Я такая: окей. Пробую, они смотрят на меня, я говорю нормально, типа прикольно. Такие: окей. И ушли. Я не знаю, чего они ждали от меня, какой-то бурной реакции. Понимаю, что это не то. Я смотрела о нем видео, и люди жалуются о том, что его невозможно есть из-за запаха. То, что ты одновременно чувствуешь этот запах и ешь. Вот, типа, что он совсем какой-то сильно противный. Надеюсь, видно. В общем, внутри он такой жиденький. Десерт.
Честно, я поторопилась сказать, что неплохо. Я вот съела почти полную одну штучку, и я больше не хочу. Есть небольшое ощущение, что мне противно. Вот нумерация наших этажей. Наш горит 27-й. Вот, после 13-го 13А, после 3-3А, после 33 33А. Ну, видите. Добрый вечер. Захотелось вам рассказать историю. Даже две. История номер 1. Мы заходили вот в этот ресторан, в который я не хотела идти, который очень китайский, хакка. И пока мы сидели там, моему мужу понравились бокалы для пива. Он говорит, он прям: Надя, поищи, где купить. Я давай искать, нигде не могу найти, где их купить. Я говорю, давай спросим, может, они нам продадут их или подарят. Он такой, ну давай, ладно. Вот, в общем, мы спросили, и у нас есть 2 бокала Карлсберг по 150 миллилитров. Красивые. И история номер 2. Я все хожу и хочу попробовать вот этот вот фрукт. Называется он, тут же написано, называется он салак маду. Салак маду написано. Ну, видимо, просто салак можно сказать. Какой красивей-то показать поближе. Ничего не видно. О, вот так вот. Вот, похож на какие-то змеиные яйца. Ну, в общем, на что-то змеиное похоже. Вот, я сейчас хочу их попробовать. Я разрезала один из них, вот сняла кожицу, то есть она прям такая тоненькая кожица, змеиная. Внутри лежат что-то похожее на чеснок, и внутри каждой дольки этого чеснока еще косточка. Пахнет не очень аппетитно, честно скажу. Одну из таких долек я разрезала и сейчас буду пробовать. Так, ну, как я уже сказала, на запах не очень. Как будто бы нечто между картошкой и яблоком, наверное. Где мусорка? Очень невкусно, вообще не советую. Если вас тоже заинтересует этот фрукт, не берите. Вообще непонятно. Я не знаю, куда теперь их девать. Потому что это очень невкусно. Ну-ка, дайте второй шанс дам. Короче, вот эта вещь что-то между, как я сказала, картошкой и имбирем. А имбирь я не люблю. Может быть, кстати, кто любит имбирь, ему понравится. Вот. Ну, короче, мне вообще не зашло. Доброе утро. Я вчера попробовала шоколадку с дурианом белую. Вот такой кусочек. Мне она больше не хватило. И я ее выбросила. И теперь воняет от мусорки. От шоколадки. Блин, ну, как-то так. Не советую ничего с дурианом брать. Вообще, с этим фруктом по вкусу все окей. То есть он даже как будто бы и вкусный. Но проблема в запахе. И вот этот душок от него идет даже во рту. Вы знаете, как вот от лука. Вот ты такой дышишь этим луком. И вот точно так же ты дышишь этим дурианом, невкусным запахом. А пахнет он... Я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот знаете, вот как будто бы не неприятно, но одновременно чуть-чуть тошнит от этого запаха. То есть ты не можешь объяснить, что именно в этом запахе такое. Вот именно какой-то ингредиент, который вот именно хочется стошнить от него. Вот. А запах, в принципе, он не такой противный. То есть проблема только вот именно в реакции на него. Вот. Я такая масляная, как блинчик. Что я хотела сказать? Сидим мы возле телебашни. Здесь башня, на нее можно подняться на самый-самый верх, чтобы прям с высоты на весь город посмотреть. А я уже наученная опытом о том, что нужно покупать все билеты заранее. Я такая, так, я сейчас подготовлюсь, и чтобы там завтра, послезавтра сходить на эту телебашню. Захожу на картах, покупаю билеты, там написано снизу «билеты», официальный сайт. Я такая, ну супер.
Я и не хотела на ней официально покупать. В итоге я покупаю на этом официальном сайте. Все нормально, все идет хорошо. В итоге мне присылают билеты и написано для два малазийских взрослых человека. Я такая, в смысле малазийских? Мы туристы, а тут разные цены. То есть для малазийцев и для туристов разные цены на билеты обычно, на всех достопримечательностях. Я такая, а почему у меня ни на одном этапе не было этого озвучено вообще? То есть я не могла выбрать что-то для туриста. Я не могла прочитать даже о том, что здесь не стоит покупать мне как туристу. Вот, в итоге я думаю, ладно, приедем, там мы разберемся. Приезжаем. Нам говорят, нет, вам по этим билетам нельзя. Это для местных. Мы такие, окей, кто нам может помочь? Он говорит, так как вы их купили онлайн, на официальном сайте даже. Да ладно, я не знаю, на Google картах было написано, что это официальный сайт. Вот. То с ними и разбирайтесь. Мы давай им писать, как сменить на туристический билет. А нам говорят, никак. Заново покупать. Такие, а как деньги вернуть? Никак. И, мы выкинули 36 баксов за билеты, которыми мы не воспользовались. И я вообще прикола не поняла. Мы решили вообще никуда не идти. Тут еще очереди огромные. В итоге меня просто испортили настроение. И мы решили не подниматься на эту башню. Будете покупать билеты через Google карты, будьте осторожны. Лучше не покупайте. Лучше приедьте и на месте купите. Здесь, похоже, можно купить прямо сразу же. То есть, если бы мы таки решили пойти, мы бы еще раз бы заплатили примерно такую же сумму, чуть побольше, но уже бы пошли. Но так как мы решили этого не делать, вообще пофиг. Вот. Я правда разозлилась. То есть эта вся ситуация меня испортила мне настроение. Еще и погода сегодня вот такая вот. Что еще хотела сказать? Да, будьте осторожны с... Фокус, ловись. Будьте осторожны с покупкой билетов здесь. Мы приехали в парк бабочек, и все. Мое настроение заново улучшилось. Тут единственное сегодня из-за дождя, он немножечко совсем идет, но пасмурно, но зато мало людей в парке. И нам сказали на входе, что бабочек будет меньше, чем в солнечную погоду. Но мы зашли, и они сразу везде. И я бы не сказала, что их мало. Но для меня это уже много. Достаточно. Вот, в общем, очень мило, и я уже в восторге, хоть мы только что зашли 5 метров как. Я в полнейшем восторге вообще. Я очень рада, что мы решили пойти, потому что на входе нам сказали, будет так мало бабочек. Я, конечно, не могу знать, что здесь, когда солнечная погода. Может, тут вообще, не видно даже, куда идти, насколько много бабочек. Но их и сейчас очень много. И я уже в восторге. Вообще прям, я как ребенок радуюсь. Вот. И некоторые из них такие быстрые, просто как воробьи. Здесь еще рыбы бонусом. И, внимание! Красавицы сидят! Иди поцелую! Друзья, выглянуло солнце! Это волшебство какое-то! Я что, в сказке?
из всех мест, которые мы успели посетить в Куала-Лумпуре, парк бабочек занял место номер 1 в моем сердце. Это просто чудесно. И здесь никого, кроме нас, нет. И пары работников. Класс. Ну ладно, мне кажется, все-таки правда. Было бы солнечно, хотя дождь особо не идет. Что было бы больше бабочек. Они все-таки многие прячутся. Помимо бабочек, здесь еще куча разных чудеснейших растений. Рыбы. Кто здесь еще? Черепашки. Природа чудеснейшая. Какие-то звуки левые. Тут дорога недалеко. Ну и чудеснейший воздух. Возле выхода здесь еще коллекция тараканов. Здесь целый музей, оказывается. Я думала, только одна комната. Ой, посмотрите на это. Они просто огромные. По соседству с парком бабочек есть еще парк птиц. Сейчас направляемся туда. О, смотрите. Знаменитое здание, второе по величине в мире, а? Как красиво отсюда видно. Возле входа в парк птиц здесь нас встречает, я не знаю, семья, либо несколько семей обезьян. Ой, их намного больше, их очень здесь много. И надпись предупреждающая: осторожно, пожалуйста, не кормите и не дразните обезьян. Я постараюсь. Идем отсюда. Прямо над нами. Только ничего не видно. Ой-ой-ой. Сколько их здесь разных. Они просто великолепны. Вау. Вон маленькие еще сидят. Ну что, еще одно место в моем сердечке занимает парк птиц. Мы только пришли, буквально здесь минут сейчас 10, а я уже устала делать видео, потому что просто на каждом шагу хочется его заснять. Какую-нибудь птицу очередную. Вот, в общем, я опять же в полнейшем восторге. Здесь еще мало людей. Мне кажется, мы когда ехали сюда, сначала мы ехали в парк птиц, в парк бабочек, и таксист нам сказал, типа, о, скорее всего, там закрыто во время дождя, а не было дождя, он так вот буквально накрапывал, но тучи собирались, как будто бы вот-вот-вот сейчас пойдет сильный дождь. Вот. Он говорит, скорее всего, все там закрыто, вы смотрите, посидите там в кафе, может быть, не попадете никуда. Мы такие, окей. Вот, в итоге я уже говорила, что в парке бабочек нам сказали, типа, ну, может быть, нет смысла идти, потому что они все прячутся в такую погоду. Мы зашли, решили рискнуть. И сейчас тоже нам говорили, что, может быть, он будет даже закрыт, но в итоге все хорошо. Но, мне кажется, из-за того, что такая погода, и многие люди отказались от идеи поехать сюда сегодня из-за погоды, поэтому сейчас очень мало людей здесь. Что радует, и, мне кажется, так даже намного лучше. Ничего необычного, просто ларек. Ну что, как я провела всю эту поездку в джетлаге, в каком-то полусне порой, так я и записываю покатствие. Мы уже в аэропорту, у нас обратный рейс до Саудовской Аравии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте оставлять ваши лайки, писать комментарии, подписываться на канал и до скорых встреч!